все, что мы делаем, это эксперимент, это наш эксперимент, которым мы хотим показать нашу экспертность или показать, как просто можно работать на различных торговых рынках. Мы взяли за основу торговый рынок криптовалют, и вот уже несколько дней подряд смотрим и наблюдаем за монетой Link. Да, и хочется сразу перейти на TradingView и показать, что у нас получилось, как исполнились наши позиции. Хочется напомнить, как мы анализировали. Мы вначале переходили на TradingView, смотрели на более длинном периоде времени, то есть мы брали за основу недельный график, и каждая свеча или каждый столбец ценового отображения, это показывает недельное отображение цены. Потом мы переходили на более мелкий таймфрейм, на 15 минут. Цена ходила у нас в следующих пределах. Здесь мы брали нашу первую ставочку, да, и теория у нас была о том, что цена пойдет вниз, но, к сожалению, цена долго колебалась около вот этой линии сопротивления, которая находится на 12.74, и затем сработал наш стоп-лосс, то есть мы свою позицию закрыли в небольшой убыток. Потом у нас моя теория была в том, что цена, скорее всего, пойдет вверх, но наш робот-мастер все-таки работал с этой монетой достаточно больше, чем я, и он предсказал, что все-таки цена пойдет вниз. Цена какое-то время начала снижаться, ну а потом из-за выходных манипулятивных, да, цена все-таки развернулась и пошла вверх. В данный момент мы находимся в этой точке, то есть Link торгуется по цене 13.50, и сейчас мы можем предположить, что у нас произойдет. Как твое мнение? Так как мы находимся все-таки в растущем тренде, я бы продолжил, хотя тут вот, да, все-таки RSI у нас внизу находится, и можно было бы попробовать сделать ставочку или позицию выставить в лонг. Ну, я скажу, что хорошо, что мы поставили довольно короткий стоп, да, потому что мое предположение, что возможен ложный выход и потом возврат и продолжение нисходящей структуры, однако, как ты справедливо заметил, выходные показали, что, в общем-то, при низкой ликвидности цены можно двигать в различных нужных людям направлениях, да, и сегодня я видел несколько монет, которые действительно двигаются, ну, по непонятной логике, да, и потом я нашел тому причины. Причинами оказалось, что за них дают достаточно серьезный процент за стейкинг, и пока все стейкают, можно оперировать рынком, как заблагорассудится тем, у кого основная доля монет. Ну, кто знает, как все происходит на рынке, для того это не новость. Ну, а я открою свой график Линка и скажу, что если бы я заходил в сделку, меня бы тоже выбило по стопу, хоть стоп у меня был на порядок выше, но зная, что, возможно, это не ложный выход, а действительно разворотная история, я не заходил и наблюдал, поскольку сделка у нас была с коротким стопом, и вот вы видите мой экран, он на дневном таймфрейме, видно, что моя сделка тоже вышла бы по стопу и с большими убытками, нежели поставил их наш инопланетный гость в студии. Ну и моя версия была, что мы пробовали сменить тренд, да, на данном этапе, двигаясь от этой цены вниз. Когда мы увидим движение отсюда вниз, да, и больше не пробьем вот эту линию, я буду понимать, что наша сделка будет развиваться вот по этому зеленому сценарию, поскольку, ну, у нас всегда два сценария. Это либо мы пойдем ниже, либо мы пойдем выше. И основываясь на определенное предположение, на опыт какой-то, да, что хочу сказать, я делился тоже своим видением, если открыть недельный график, что мы в нисходящем канале находились, и я наблюдал за тем, пробьем мы вот эту вот линию, и заодно наблюдал, пробьем ли мы вот эту вот прерывистую линию в нисходящем канале, которая являлась серединой. И обе линии цена пробила, поднялась, но основное закрепление будет над ценой 13,8. И, скорее всего, что мы вот так вот слегка коснувшись ее, сходим ниже и только потом пойдем пробивать. Но, возможно, я ошибаюсь, возможно, достаточно силы у покупателей и веры в будущее Chainlink, и тогда все будет продолжать и продолжать и продолжать. Единственное, что я здесь вижу дивергенцию на недельном таймфрейме. Что такое дивергенция? Это когда цена растет, а объемы падают.
И на недельном таймфрейме это видно. Как правило, эта структура обычно, как правило, это происходит перед разворотом, чему подтверждение может следить. Вот здесь объемы росли, цена падала, и мы увидели отскок зеленый. Точно так же вот здесь цена падала, объемы росли, и мы увидели отскок здесь. Ну и, скорее всего, нечто подобное произойдет с точностью да наоборот в данном случае. Поэтому я бы на продолжение, скажем так, не ставил, а ждал бы понятного закрепления, либо отскока вот от этой цены, либо же уже отскока в шорт от этой цены или закрепления понятного над этой линией и продолжение роста. Опять же, все будет зависеть от биткоина. У тех, у кого нет времени ждать именно сигнала, да, и нет возможности ставить оповещения, все-таки такой условный это сценарий на рост. И может от 13.32 посмотреть вход в, как мы делали в прошлый раз, вход в, то есть позицию на повышение цены. Во-первых, здесь вот там, где ты сказал, есть имбаланс на 15-минутке, и вполне мы можем, его коснувшись, сделать отскок выше. Конечно, мы можем вот от нижней зоны этой консолидации пойти вверх. Но, как ты же говоришь, что мы основываемся на более старшие таймфреймы, да, и скажем, по моему наблюдению, если брать 15-минутку, то у нас хаи как бы сильно перестали расти, да, а лои вообще выровнялись. И, как правило, это такая, либо формирование базы, да, и с возможным добором позиций ниже, как правило, имбалансы же, ты знаешь, что довольно часто перекрываются. Или же мы все-таки будем слегка подразворачиваться, поскольку если чуть опуститься ниже, мы практически достигли вот этой вот 13,8, где точно будет сопротивление. Консервативно я считаю, что правильно и хороший отложенный ордер был бы либо 13,03, либо вообще 12,84. Ну, давай попробуем 12.84. Это был бы такой довольно консервативный и со стопом за 12,7. Сейчас, подожди секундочку. Давай еще раз напомним нашим зрителям, что мы переходим на биржу Bybit, вот она, да, потом мы выбираем монету, link USDT, затем заходим в маржинальную торговлю, выставляем, если у вас не выставлено плечо, мы торгуем с плечом номер 7, да, берем все время на 1% от депозита, то есть с плечом это получается 1,43 мы ставим, да, то есть мы рискуем доллар 43 центами, и затем нажимаем в ту сторону, в которую нам надо. Мы можем сразу здесь выставить take profit и stop loss. Где-то как минимум на 13,4. И stop loss? А stop loss я говорил 12,7 я бы поставил. Хорошо. Все, и потом можно подтверждать. Хочется еще раз показать, что после того, как мы нажали long, это значит, что мы, да, позиция об открытые ордера. Потом всегда можно зайти, кликнув на открытые ордера, всегда можно изменить. Вот здесь вот меняется take profit, stop loss, или вы можете, соответственно, цену ордера тоже поменять. Видим, что биткоин сходил. Здесь у меня не прорисованы все уровни, но я сейчас покажу. Мы говорили о том, что вот эта консолидация у нас собирается, и мы как могли от верхней зоны этой консолидации оттолкнуться вниз, так могли ее пробить и подняться вверх. Об этом мы говорили на 2 обзорах подряд. Ну и победили, что называется, лонгисты. Весь вопрос в том, насколько это настоящий рост, да, и, возможно, мы вот пришли к этому уровню, где было у нас однажды уже было сопротивление, потом была проторговка, и мы откатились. И сейчас у нас опять же будет, если перейти на часовой таймфрейм, у нас уже здесь появляется некая консолидация, которая, похоже, что слегка подразвернулась. И сейчас вот этот вот имбаланс будет либо удержит и поможет пойти выше, либо же он будет просто расторгован, и мы вернемся опять в эту базу, из которой мы вышли, и дальше будем в состоянии неопределенности. Так похоже, что ниже 80 можем не опуститься. Но не будем забывать, что прокриптовалютный американский президент очень интересно ведет свое правление, да, и можно ожидать всего чего угодно. Волатильность снижается, это значит, мы ждем чего-то серьезного. И чего-то серьезного в какую сторону, пока сложно говорить.
индекса доллара ниже красной вот этой трендовой, что на самом деле и происходит в данный момент. Спасибо. Увидимся завтра. До новых встреч, друзья.